Всем привет, дорогие друзья! Я лично просто обожаю выпечку с яблоками. И у меня на канале ее уже огромное количество. А сегодня я предлагаю приготовить вот такой очень красивый, праздничный яблочный пирог «Ромашка». Готовлю его к светлому празднику Пасхи. Мне кажется, такая выпечка украсит любой пасхальный стол. Это очень красиво и очень вкусно. У моего пирога получилось вот таких красивых 12 лепестков. То есть этот пирог можно назвать таким отрывным, с отдельными булочками, что очень удобно. Получается вот такая булочка, она хорошо подрумянилась и сверху, и снизу. Здесь просто потрясающее, вкусное, сдобное дрожжевое тесто, легкое и воздушное, как пушинка. И много яблочной начинки с изюмом, такой сладкой, сочной. Такая яблочная выпечка всегда получается очень ароматная, уютная и по-настоящему домашняя. И для приготовления теста мне понадобится в теплом молоке разведу дрожжи. Добавляю 1 чайную ложку сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю. Таким образом оставлю дрожжи минут на 5-7. В миску вливаю подошедшие дрожжи. Добавляю кефир, яйцо. Яйцо и кефир должны быть комнатной температуры. Всыпаю сахар и соль. Добавляю экстракт ванили. Хорошо перемешиваю. Постепенно просеиваю муку. Добавляю муку. Вливаю растопленное сливочное масло. Добавляю всю оставшуюся муку. Тесто я собрала в один ком и теперь вымешу его на столе. Тесто у меня получается такое липковатое, но я уже сюда не буду добавлять муку. Буду его вымешивать, пока оно не перестанет приставать к рукам и к столу. Конечно, если вам надо, вы можете добавить немного муки. Тесто я вымешивала примерно 7 минут. Посмотрите, какое оно стало. Очень такое упругое, но вместе с тем невероятно нежное и мягкое. Подкатываю его в шар. Беру чистую миску, смазываю ее слегка растительным маслом. Выкладываю сюда тесто. Закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место, примерно на 1 час. Обычно миску я ставлю в микроволновую печь, рядом ставлю стакан с горячей водой. Закрываю дверцу микроволновки, и у меня получается такой теплый шкафчик, где тесто прекрасно подходит. Для приготовления яблочной начинки мне понадобится яблоки очищу от кожицы. Удаляю сердцевину. Режу их на кусочки среднего размера. На разогретую сковородку отправляю сливочное масло. Растапливаю его. Отправляю на сковородку яблоки. Поливаю их лимонным соком. Всыпаю сахар. Таким образом я буду тушить яблоки, пока они станут мягче и выпарится лишняя влага. Для этого мне понадобится примерно 10 минут. Добавляю корицу.
Яблочная начинка готова. Перекладываю ее в миску, чтобы начинка быстрее остывала. И сегодня к яблокам я хочу добавить изюм. Здесь у меня 100 граммов изюма. Добавляю прямо в горячие яблоки. И здесь как раз изюм немного распарится. Оставляю все остывать. Я подготовила форму, в которой буду выпекать мой пирог. Ее диаметр 30 сантиметров. У меня форма разъемная. Я ее выстелила пергаментной бумагой и дно, и бока. Слегка смажу растительным маслом без запаха. В принципе, этот пирог можно выпекать и без формы, просто все уложив красиво на противень. Тесто замечательно подошло. Достаю его из миски и разделю на 13 равных частей. Слегка его обминаю. Тесто очень нежное. Каждый кусочек теста у меня будет примерно по 80-82 грамма. Подкатываю в шар. Собираю внутрь и вот таким образом подкатываю. Накрываю кусочки пленкой и отставляю отдохнуть минут на 5. И теперь формирую пирог. Он у меня будет состоять из 12 лепестков и серединки. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Беру кусочек теста, переворачиваю его. Также слегка подпыляю мукой и раскатываю в овальную лепешку. Теперь при помощи вот такого скребка для теста я разрезаю часть лепешки, примерно половину. Делаю такую лапшу. Толщина каждой полосочки теста примерно 3 мм. На неразрезанную часть теста выкладываю начинку. Хорошо ее закрываю плотно, немного края поджимаю. И теперь немного вот эту лапшу как бы собираю и скручиваю рулетик. Получается вот такая булочка. Перекладываю ее в форму и формирую следующее. И последнюю булочку я вот таким образом немного округляю и выкладываю в середину. Получается вот такой очень красивый пирог. Сейчас закрываю все пленкой и оставляю пирог на расстойке примерно минут на 40. Посмотрите только на эту красоту, как замечательно подошел пирог. Сейчас я его сверху смажу желтком и молоком. Сверху пирог по желанию можно немного присыпать миндальными лепестками. Причем я буду присыпать между булочками, чтобы не закрыть вот этот красивый рисунок. И сейчас всю эту красоту я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 35-40 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке, сколько времени вам понадобится. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Подготовлю сладкий сироп, которым сверху смажу готовый пирог. Здесь у меня 30 граммов сахара и 40 мл горячей воды. Мой пирог испекся. Посмотрите только, какой красавец получился. Обязательно проверяем готовность пирога деревянной шпажкой или зубочисткой. Сейчас пирог извлеку из формы. У меня форма разъемная, поэтому сделать это довольно просто. Пока пирог горячий, смазываю его сладким сиропом. Благодаря сиропу пирог будет блестящий, очень красивый. Я сейчас буду пробовать. Здесь такое легкое, воздушное, пышное тесто, такое сдобное и сладкое. И, конечно, сочная, очень такая яблочная, сладкая начинка с изюмом. Пирог реально достоин праздничного стола. Я всем рекомендую его приготовить и попробовать. Я желаю вам приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока!